Начинаем наш сегодняшний вебинар. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это платформа Planner, платформа для календарно-сетевого планирования. Ну и сегодняшний свой рассказ я хотел бы посвятить уже как существующим функциям и интерфейсам, которые есть в системе, так и тем новым функциям и интерфейсам, которые в течение этого года в программе появились. Вот. Будет у нас сегодня такой живой показ без презентации, поэтому вот давайте, пожалуй, начнем. Так, итак, я напоминаю, что значит, тем, кто еще не знает, у нас наша платформа Planner работает в веб-интерфейсе. Может быть расположена она как в облаке в нашем работать, так и размещена у вас, у заказчика внутри какого-то закрытого контура. С точки зрения лицензирования тоже есть различные варианты. Есть именованные лицензии, есть конкурентные лицензии, но их, скажем так, комбинировать нельзя. Теперь давайте по самой платформе Planner. Итак, начнем мы с изучения вот этого первого интерфейса, который называется у нас «Структура проекта предприятия». Это, собственно, та самая стартовая страничка, куда попадают все пользователи при входе в программный продукт Planner. И эта страничка представляет собой две области. С левой стороны у нас расположены, скажем так, все проекты, все графики, все версии графиков, которые структурированы вот в виде такого дерева. Да. Оранжевые элементы – это элементы группировки, которые называются группы проектов. Да, их можно сворачивать, разворачивать. Синенькие элементы – это, собственно, сами проекты. И если мы сейчас развернем какой-то проект, то увидим, что в системе Planner у нас каждый проект может быть представлен, ну, собственно, как одним графиком, да, как во всех, наверное, стандартных системах календарного сетевого планирования, так и набором взаимосвязанных графиков. Да. Ну, вот в данном примере здесь есть 4 взаимосвязанных графика, которые увязаны между собой такими автоматизированными зависимостями. Чуть попозже я расскажу, как они работают. Вот, помимо этого, у нас каждый график, если мы вот начнем его дальше разворачивать, он представляет из себя набор версий. Да? То есть актуальная версия, целевая версия, на основании них производится вычисления всевозможной аналитики. И есть прочие версии, которые мы можем там сохранять по ходу проекта, ввести какую-то ретроспективу, ну и подменять, скажем так, делать любую версию актуальной либо целевой. Это сделано, например, для того, чтобы мы могли там взять какую-то актуальную версию, да, сделать из нее копию, внести корректировки в нее, а потом заменить эту актуальную версию вот новой нашей скопированной. Это что касается версий. Да. Здесь также видны вот такие вот индикаторы, да, значочки. Значочек часов говорит нам о том, что есть превышение сроков, да, в случае, если он такой бледный на уровне группы проектов, это означает, что есть какие-то проекты с превышением сроков, ну и вот на тех проектах, где есть превышение сроков, загораются вот такие вот индикаторы. И если есть превышение по стоимости, соответственно, значочек рубля. Ну и последний индикатор, который здесь можно увидеть, он в виде такого восклицательного знака, он говорит нам о том, что актуальные данные у наших графиков устарели. Да, система следит за тем, чтобы мы регулярно вносили факт в наши графики. И в случае, если мы не делаем это больше месяца, зажигается такой вот определенный индикатор. Да. Есть элементы управления этой структурой, можно свернуть, развернуть до определенного уровня, можно настроить тут всевозможные фильтры. Вот появилась буквально в последней версии, тут есть возможность настраивать фильтры по определенным атрибутам, да, комбинировать эти фильтры, ну и сокращать, скажем так, то, что мы видим на экране. Ну и простая такая строка поиска, которая позволяет здесь искать. Если вы уже заметили, то при выборе там определенного узла, будь то группа проектов, будь то проект, у меня тут в левой части начинают появляться различные информации. Да, вот сейчас у меня слева выбран раздел, который называется «Аналитика». И в разделе «Аналитики» у меня есть
такие набор преднастроенных дашбордов, которые, собственно, изменяются в зависимости от того, какой тип узла я выберу. Да, вот, например, если я выбрал группу проектов, у меня один набор индикаторов. Например, первые два виджета показывают нам информацию первый по срокам, второй по стоимости. Например, ну, по срокам, да, он считает, сколько там прогресс, в каком статусе у нас находится проект и есть ли у них отставание. Да? Ну, по стоимости он также считает плановый бюджет и сравнивает его с текущим. Откуда вся эта информация берется? Соответственно, из актуальной целевой версии графика. Да? Там есть сроки, там есть стоимость, соответственно, вот этот виджет он вытаскивает все из вот этих двух версий графика. Также вот здесь вот есть такие дашборды, которые позволяют распределить стоимость проектов, ну, показать распределение стоимости проектов по, ну, стоимости по различным проектам, если быть правильным. Да, здесь можно выбрать какой-нибудь один проект, ну или несколько при необходимости. Вот, и посмотреть, как стоимость проектов распределяется по периодам времени. Да, здесь бледным цветом это план, синим это цветом, ярким цветом это факт по выбранному нами проекту. То же самое, та же самая картинка, те же самые принципы по трудозатратам, да, можно смотреть информацию. Ну и последнее, что здесь можно посмотреть, это вот ранжирование или сортировка проектов по различным показателям. Есть показатели сроков, например, там можно посмотреть, какой у нас проект самый длинный, да, вот в сутках он показывает. И есть показатели стоимости, тоже вот есть различные показатели, которые можно посмотреть и по ним отсортировать по возрастанию там, или по убыванию, как хотите. Если же мы выбираем здесь, например, проект, да, то набор вот этих вот дашбордов, он меняется. Да. Вот, например, по проекту тут свой набор дашбордов, но он очень похож на то, что мы видели по группе проектов. Те же самые вот дашборды, очень похожие по срокам и стоимости, да, которые отклонения показывают от целевого плана. Вот здесь вот стоимость у нас уже распределена по видам работ, поскольку у нас тут различные графики, да, могут нести свою стоимостную составляющую. Если у нас назначены исполнители, то по ним тоже можно вот такую картинку получить. По трудозатратам, да, то же самое. Ну и вот S-кривые она еще умеет рисовать по стоимости, ну и при необходимости можно еще настроить на трудозатраты. Вот. И в конце у нас такая вот сводочка идет, где написано, сколько всего работ. И, пожалуй, самое интересное, это вот те самые индикаторы, которые показывают, скажем так, степень взаимоувязанности наших вот графиков, которые входят в состав нашего, ну, в данном случае, склада. Да. Вот здесь вот несколько графиков. Есть график строительно-монтажных работ, есть график выдачи РД, и есть график поставки оборудования и материалов. Да, и между ними настроены связи таким образом, что работа этих графиков увязывается автоматически. Да. Чуть попозже я расскажу, как это делается. И по вот этим связям настраиваются определенные индикаторы, которые вот рассчитывают коллизии. Да, вот, например, у нас есть две работы в графике строительно-монтажных работ, у которых планируется задержка выдачи РД. То есть работа по выдаче РД стоит позже, чем начинается строительно-монтажная работа. Ну и то же самое по поставке. Вот есть 15 позиций, которые у нас входят в коллизию с графиком поставки. Ну и мы всегда можем, например, щелкнуть на вот, нужную нам коллизию. Система автоматически проваливается уже там непосредственно, в данном случае, в график СМР. Да, и вот на графике СМР система автоматически фильтрует вот те работы, которые входят в коллизию, и мы видим, что вот здесь вот книжечками обозначена вот как раз коллизия, и на диаграмме Ганта мы видим, что вот сроки поставки, это вот как раз тот срок, когда выдается рабочая документация, они отмечены вот этим вот индикатором, соответственно. Вот мы видим, что рабочая документация здесь выдается позже, чем начинается строительно-монтажная работа. Ну и дальше мы можем принимать решения. Либо мы там двигаем сроки выдачи рабочей документации, то есть договариваемся там с поставщиками, с проектировщиками, чтобы они там пораньше свои работы выполнили, либо сдвигаем строительно-монтажные работы.
Да, сдвинуть строительно-монтажные работы можно, так скажем, в автоматическом режиме. Да. То есть система работает как вот в таком вот индикативном режиме. Так и можно, вот, например, при расчете расписания взять какую-нибудь связь, которая у нас существует, и эта связь будет учтена, скажем так. Система автоматически в данном случае подвинет строительно-монтажную работу на срок окончания, срок выдачи вот этого комплекта рабочей документации. Ну и дальше по цепочке тоже все сдвинет, если есть какие-то технологические зависимости. Вот таким вот образом у нас, если вот так вот в общем говорить, работают вот эти вот связи. Ну и если мы там дальше полезем, у нас еще есть такой вот здесь дашборд, который показывает информацию по выполнению физических объемов, скажем вот так. Если в графике строительно-монтажных работ назначены физобъемы, и они есть там в целевой и в плановой версии, то есть он может посмотреть, просуммировать, скажем так, у вас может несколько работ, например, по монтажу железобетонных конструкций выполняться в графике, да, он посмотрит, ну и у них физический объем, они все будут мериться измерением вот таким монолитным железобетонным, предположим, который в кубических метрах измеряется. Вот, и вот здесь вот видно, что у нас идет недовыполнение, да, по монолитному железобетону. Мы там запланировали выполнить там, 142 кубометра, да, у нас фактически в графике сейчас 128 выполнено, поэтому есть недовыполнение, загорается вот такой вот индикатор. Это вот касательно аналитики. Что здесь еще есть, если закрыть тему вот этого раздела, то здесь есть такая вещь, которая называется карточка узла, где мы можем для каждого узла определить набор атрибутов, который, скажем так, должен для него заполняться. Да, здесь вот есть, например, можно указать заказчика, подрядчика. Все эти атрибуты тоже настраиваются там пользователем, ну или, если правильно говорить, функциональным администратором для каждого узла. И если мы их настроим, мы можем нашу вот всю вот эту вот табличку графиков проектов и групп проектов представить вот в таком вот плоском списке, где мы можем настроить вот то, что мы хотим вот в нашей табличке видеть. Здесь есть вот такая настройка вида нашего и тех атрибутов, которые мы должны видеть. Ну и можно, например, скрыть и показать только проекты, да, которые существуют, ну и настроить определенный набор атрибутов и сохранить это представление. Это вот касательно атрибутов. Что здесь еще есть? Значит, есть здесь такая штука, называется паспорт проекта. Тут можно, скажем так, такое свободное творчество. Есть такой редактор встроенный, который позволяет здесь, в принципе, писать, делать таблички, что-то вставлять. Но можно, скажем так, скопировать что-то из HTML странички, можно скопировать из Word, из PowerPoint, ну, из каких-то офисных средств. Все тоже Ctrl-C, Ctrl-V здесь работает. И последнее, наверное, что я вам здесь покажу, нет, даже предпоследнее, это есть такая лента фотофиксации, да, мы её назвали. Поскольку в системе можно на работы графика, на узлы, скажем так, декомпозиции работ, в целом на проект, прикладывать фотографии, ну и даже не фотографии, можно любые файлы прикладывать к работам, к узлам. Система ничем не ограничит. В случае, если будет фотография, она будет попадать в такую ленту, которая в хронометраже будет показывать, что у нас тут на площадке творится, да, как это вот удобно использовать, это когда там вводится какой-нибудь факт по физическому объему, по выполнению, да, прикладывается фотография, ну, например, провели бетонирование, да, вот, приложили фотографию, соответственно, ну, вот она попадает в такую ленту. И есть такая гиперссылочка, мы всегда можем на нее нажать, и система автоматически там переходит, находит эту работу в графике, и мы можем перейти вот как раз в нижней части, если мы выберем там какую-нибудь работу, появляются ее свойства, и вот в разделе фото документация, тут можно с этой фотографией определенные действия делать. Да? Можно скачать, можно посмотреть, можно, ее, можно сюда какие-то еще файлы загрузить, ну и так далее.
Это вот такая штука называется лента фотофиксации. Ну и последнее, что я вам здесь хотел показать, не знаю, там из пользователей, которые у нас уже работают, появилась такая штука, называется сравнение версий. Да, вот можно выбрать график определенный, можно выбрать версию, две версии, которые необходимо сравнить. И система построит такую вот изначально просто в интерфейсе в своем подсказочку, где она говорит, ну, она по сути перечисляет работы, да, в которых произошли изменения какие-то, и показывает, в каких атрибутах эти изменения произошли. Вот это все можно выгрузить в такой вот файл в Excel, наш любимый, где дальше можно уже какую-то более глубокую аналитику проводить, да, например, там, выбрать, например, можно выбрать события, да, посмотреть, например, там, работы, в которых изменился финиш. Да. Он покажет там все работы, у которых финиш изменился. Ну, вот так вот с этим можно работать. Значит, это все, наверное, закрывает тему вот этого интерфейса. Напоминаю еще раз, это вот тот стартовый интерфейс, в который попадают пользователи. Это называется структура проекта предприятия. Теперь пойдем поглубже, непосредственно вот в этот интерфейс графика. Да, вот при открытии там, любой из версий графика мы попадаем в интерфейс, который называется график. Да, вот эти интерфейсы или разделы, вот они тут все слева у нас расположены. То есть сейчас мы в разделе график находимся. Тут визуально внутри части поделен экран. Слева располагается таблица работ, справа вот такая стандартная диаграмма Ганта, наверное, для всех программных продуктов, она как бы характерна по календарно-сетевому планированию. Да, ее тут можно масштабировать. Из последних вот таких фишечек здесь вот можно сразу, скажем так, сделать масштаб проекта в год, масштаб проекта в квартал, да, чтобы влезал там, например, ну или там какую-то неделю поставить. Можно автоматически масштабировать по видимым работам, то есть он будет стараться выбрать масштаб вот этой шкалы времени таким образом, чтобы все работы у нас влезли на один экран, то есть я его буду прокручивать, он будет масштаб изменить. Видите, пытается всегда оптимизировать пространство, да, ну, и либо так следовать за выбранной работой, я думаю, это вот есть уже во всех продуктах, то есть можно выбрать работу, и, вот, например, выбранная работа у меня всегда в начало диаграммы Ганта будет становиться. Вот такой выбор работы. Если такие вот. Может какой-то вот определенный период взять, посмотреть, вот выбрать его на экране. Да. Что касается вот настройки макетов, да, вот этой правой части таблицы, здесь тоже есть свои элементы управления. Значит, я могу настроить вот это вот представление из колонок, да, то есть выбрать те колонки, которые меня интересуют. В данном случае вот, это они у нас атрибуты разбиты по различным категориям. Да. Главное, текстовые атрибуты, числовые, соответственно, атрибуты, в которых есть числа и стоимость, даты, и есть еще такие вот индикаторы. Да, все эти атрибуты можно по группам посмотреть и вывести вот видимую табличку. Соответственно, что у нас здесь еще появилось? Есть возможность делать произвольные группировки. Ну, например, там я хочу сгруппировать по наименованию физобъема и по какому-нибудь исполнителю, да, вот, по полю. Вот не могу что-то найти, да, вот здесь вот можно вот так вот сделать и ввести какой-то текст, и он будет искать этот атрибут. Соответственно, вот группировка, указываю название, указываю глобально, да, чтобы все пользователи, которые имеют доступ к этому графику, могли его пользоваться. Ну, теперь я могу весь свой график перегруппировать, скажем так, вот по другому принципу, да, не по базовой структуре декомпозиции, да, которая у меня есть в графике, да, вот эти вот элементы, которые здесь синим цветом, да, градация, это структура декомпозиции работ, то есть такие группировочные узлы, которые у нас объединяют наши работы по определенным признакам.
Да, это я могу менять. Да, вот в отличие от классической, ну, от классических систем календарно-сетевого планирования, мы вот здесь вот на одном экране можем видеть информацию по, скажем так, обеспечивающим работам. Да. Давайте немножко про связи между графиками поговорим. Теперь у нас вот есть график, допустим, строительно-монтажных работ. Да, вот здесь вот у нас на экране выведены определенные индикаторы, да, которые показывают коллизии этого графика там, с обеспечивающими графиками, с графиком выдачи рабочей документации, да, это книжечка, и с графиком поставки оборудования, это вот такие шестереночки, да, которые здесь у нас в виде индикаторов загораются. Так вот, как эти вообще связи настраиваются, да, у нас в системе? Давайте я покажу. То есть, если мы перейдем в настройки проекта, вот, например, есть такая закладка связи, где мы можем определить пары взаимосвязанных графиков. Да, вот, например, первая пара СМР выдача РД. Мы говорим, что, во-первых, вот всегда вот в этих парах графика есть основной график и обеспечивающий, да, то есть что на что влияет. Понятно, что рабочка влияет на строительно-монтажные работы. Поэтому у нас основной график СМР, а обеспечивающий график – это выдача РД. Дальше объявляется атрибут в двух графиках, ну, сначала в одном графике, потом в другом графике, который отвечает за связку. То есть при совпадении значений вот в этих двух атрибутах, ну, двух атрибутов, двух графиков, между работами этих графиков будут автоматически создаваться связи, да, такие внутренние связи. Что такое здесь разделитель? Да? Ну, у нас связи могут быть многие ко многим. Например, давайте вот возьмем СМР, РД и поставку, да, вот эти три графика. Вот если взять, прокодировать все работы с шифром комплекта рабочей документации, да, у нас для графика выдачи РД это как бы родной натуральный атрибут. Для поставки, да, поставка у нас всегда на основании какой-то спецификации, которая на основании какого-то комплекта рабочей документации рождается, тоже можно прокодировать. Ну и строительно-монтажная работа, да, тоже выполняется на основании какого-то комплекта рабочей документации. Но, предположим, у нас работа может выполняться на основании двух комплектов, да, какая-нибудь там планировка территории, мы взяли там с разных комплектов, надергали ее там для разработки котлована, объединили, да, тогда вот можно писать через разделитель, то есть указать какой-нибудь разделитель точка с запятой и указывать тогда вот эти вот шифры комплектов через определенный разделитель. То есть такая реализуется связь многие ко многим. Да, это вот если мы говорим про связи. Итак, вот когда эти связи у нас настроены, мы всегда можем взять какую-нибудь работу, например, ну вот я беру монтаж металлических колонн, перейти вот так вот вниз на закладку «Связанные графики» и здесь выбрать одну из вот этих пар взаимосвязанных графиков, которые у нас настроены, да, вот с выдачей РД. И внизу вот у меня открывается связанный комплект, да, рабочей документации в данном случае. Я могу вот взять несколько работ выбрать и видите, тут сразу к 3 работам 2 комплекта у меня с 3 работами связаны. Ну и здесь я тоже могу там различные макеты включать для анализа. Это первое, что, да, я могу. Во-вторых, вот эти вот индикаторы, да, что это такое? Они, скажем так, не зашиты в систему, они здесь тоже настраиваются. Для каждого проекта можно настроить свою группу индикаторов. Можно там сразу для всех проектов какие-нибудь одни типовые настроить. Но настройка заключается в следующем. Есть два различных типа индикаторов. Есть вот здесь в настройках просто индикаторы. Это индикаторы проекта. Они показывают коллизии между взаимосвязанными парами графиков. Есть индикаторы графика. Они показывают, ну, проверяют условия, скажем так, внутри одного графика. Да, вот эти вот индикаторы, они проверяют условия между взаимосвязанными парами графиков. Ну и вот, например, с рабочей документацией, вот если мы откроем настройку индикатора, да, вот выглядит она следующим образом. Да. Ну, сначала выглядит название, потом здесь связь, вот так, которую мы до этого настраивали, выбирается. И дальше дата отображения, то есть какая дата в графике СМР должна отображаться из графика выдачи РД. Ну, понятно, что нам интересен финиш там увидеть, да, то есть финиш выдачи комплекта РД.
в графике СМР, поэтому здесь вот стоит финиш. Ну, форму тут можно выбрать из представленного перечня иконочек, да, вот, свою произвольную форму. Ну и вот различные условия, да, при которых тут срабатывает тот или иной цвет индикатора. Ну и можно приписать комментарий, да, для каждого цвета индикатора можно приписать, что он будет означать. Да, вот, например, здесь синий цвет. В случае, если в графике СМР работа выполнена, да, то будет загораться синий индикатор, уже, наверное, неинтересно смотреть, СМР завершены. Да. Ну, можно здесь еще какое-нибудь дополнительное условие поставить, например, если в графике выдачи РД ну, комплект выдан, да, например, вот если прям на ходу сейчас сделаем, тоже равен числу 100, то есть если что значит выдан, это означает, что в работе прогресс равен 100, да, означает, что у нас РД, допустим, выдан. Теперь нам его нужно рассчитать. Вот таким вот образом настраиваются индикаторы. Для того, чтобы их можно было использовать, вот эти настройки на разных проектах, вот есть такая функция, можно экспортировать вот эти вот настройки в файл, а дальше потом для какого-то нового проекта подгрузить, чтобы это каждый раз не настраивать. Это касательно индикаторов. Здесь самый простой такой пример, да, СМР, РД, два индикатора, да, по сути, ну и связей не так много. Ну, а я хотел вам чуть посложнее пример показать. Вот, например, есть такой вот проект по сооружению судна, да, это судостроительный проект. Здесь, соответственно, уже не 4 графика, да, вот как я вам показывал в предыдущем примере. Здесь этих графиков ну, порядка 10, да, различных графиков. Ну и есть, например, график вот разработки конструкторской документации, график подготовки технологической документации. Вот этот вот график рабочий, график постройки заказа, это основной график сооружения судна, где основные строительные работы собраны. А вот это сводный график МТО. Да, ну вот как раз пример я вам хотел показать, как он работает. Но прежде всего еще хотелось бы рассказать про атрибуты. Да, например, если мы возьмем ну, систему Planner, то здесь можно настраивать дополнительные атрибуты для наших графиков и для наших проектов. То есть как это работает? Есть набор системных атрибутов. Понятно, что вот он здесь просто перечислен. Его английское, русское наименование. Кстати, при необходимости, если что-то не нравится, да, как в системе называется, можно поменять. Да, не нравится, что финиш называется финишем. Да, хотим его назвать окончанием. Да, взяли, переименовали здесь. Это здесь возможно. Да, этот системный атрибут будет называться вообще везде окончанием. Да, есть набор пользовательских атрибутов. Они тут тоже бывают разных типов данных. То есть это те атрибуты, которые мы можем создавать и вручную редактировать, так скажем, свободное редактирование атрибутов. Они бывают строка, число, дата и деньги. Да, строка от денег там чуть отличается, деньги суммируются по декомпозиции работ. Ой, число от денег, извиняюсь, да. А числа не суммируются по декомпозиции. Ну, вот когда мы если график просматриваем, такой принцип здесь принят. И еще есть такой тип данных булевый, да, это по сути флаг, да, или нет. У нас нет, да, у нас такого атрибута. Есть атрибут такой типа списки. Что это за атрибут? Это атрибут, который связан со справочником. То есть при заполнении данного атрибута открывается фиксированный перечень значений, из которого мы будем просто выбирать. Да, то есть это сделано для того, чтобы исключить какую-то ошибку ввода, да, когда у нас есть какие-то повторяющиеся значения. И вот самое интересное, это расчетные атрибуты, да, которые позволяют нам вычислять ну, как просто значение по каким-то формулам, да, внутри одного графика, там, применив какую-то формулу, так и, например, вычислять
параметры одного графика, исходя из связанных каких-то параметров другого графика. Ну, если говорить на примере, да, вот на каком-то. У нас есть вот этот сводный график МТО, в котором есть атрибут, который называется плановая дата. Ну, тут много разных дат, и вот, например, плановая дата потребности, да, если мы откроем, она вычисляется, исходя из связанных графиков. Да. Вот в данном случае у меня сводный график связан как с графиком выполнения ну, просто работ по сооружению судна, так и с графиком технарядов. Да. И, по сути, вот эта плановая дата потребности, она берется из связанного графика сооружения, то есть для поставки. И так далее. Да, вот, например, следующая дата, плановая дата поставки, да, она берется еще от этой плановой даты потребности, которая у меня была вычислена за вычетом 5 дней. Ну и вот таким вот образом отсчитываются обратным счетом все требуемые даты для вот этого сводного графика МТО. Да, вот мы сейчас его откроем. Здесь достаточно много позиций. Вот здесь я сейчас сброшу фильтр. Здесь их порядка 44 тысяч. Да, вот если так про объем говорить. Вот этот график, и вот здесь пошли различные плановые даты поставки. Вот здесь вот сразу цветовая легенда такая, да, в случае, если атрибут синий, да, вот эти синие атрибуты, это расчетные атрибуты, которые у нас вычисляются в системе, да, то, что я вам показывал. Черные атрибуты – это атрибуты, которые системные, да, которые у нас есть для всех проектов, да, доступны для выполнения. Соответственно, индикаторы понятно. Еще есть оранжевые такие атрибуты, попозже покажу. Это атрибуты типа список. Да? И вот, например, у нас график вот этот, поставки, по сути, график материально-технического обеспечения, он, во-первых, связан с складскими остатками, да, где вот автоматически он видит, что нам нужен один фильтр вот этой глубокой очистки, например, вот если я первую позицию возьму, он знает, что у нас на складе ну, этих фильтров 3 штуки, ну и говорит, что хватает у нас на складе для обеспечения этой позиции. Вот. Что он еще видит? Значит, он видит, ну, вот эти все сроки, это обратным счетом отсчитанные сроки от начала строительно-монтажной работы. То есть вот это вот конечная точка, которая у нас называется плановая дата поставки, вот это 22.09, и обратным счетом здесь все сроки посчитаны. Но это еще не все, да. Этот график, он связан еще с графиком заключения договоров, да. И вот по каждой точке вот этой потребности, да, у нас еще есть, по сути, фактическая дата, да. То есть, ну, давайте вот возьмем какую-нибудь самую первую, да. Плановая дата начала работы над потребностью, да. У нас вот есть даты. Дата начала работы над потребностью. Она берется совершенно из другого графика, тоже подтягивается. То есть в случае, если в графике заключения договоров у нас от соответствующей позиции есть договор, то есть он подтягивает сроки заключения договора для этой позиции. То есть вот такая вот сложная взаимоувязка графиков. Ну вот я, для чего я хотел продемонстрировать. Ну вот для того, чтобы показать, что не только вот можно связывать РД, поставку вот в классической схеме, но и вот более сложные такие модели данных делать, где один график у нас подтягивает по сути сроки и все остальные атрибуты из другого. Так, про создание связи, про расчетные индикаторы я предлагаю тему закрыть. И дальше скажу вам про ресурсное планирование. Значит, как оно у нас реализовано. Во-первых, вот если мы возьмем какую-нибудь строительно-монтажную работу, вот выберем монтаж монолитного какое-нибудь устройство монолитных перекрытий. Да. Текущая работа, вот она выполняется у нас сейчас на диаграмме Ганта. Вот, вот в интерфейсе графиков есть закладка «Карточка работы», где мы можем посмотреть, собственно, все атрибуты, которые есть у выбранной работы. Здесь с левой стороны
вообще все атрибуты, которые у нее есть, да, вот перечислены, вот они все-все-все, это с правой стороны, а с левой стороны это основные атрибуты, которые чаще всего планировщику нужны, да. И вот если мы посмотрим на работу, то, ну, во-первых, для того, чтобы здесь начать что-то редактировать, здесь вот есть такой режим, который называется редактировать. Такая кнопочка включается, ну, и теперь мы можем вносить определенные изменения. До этого только на просмотр. Так, если мы посмотрим на вот любую работу в интерфейсе планера, то для работы у нас предусмотрено три стандартных ресурса. Первый ресурс это называется физобъем, вот здесь вот плановое количество 63, фактическое количество 2. Да. Есть также встроенный внутренний ресурс трудозатраты и есть встроенный ресурс стоимость. Вот эти вот, скажем так, параметры этого ресурса можно вносить как вручную, да, ну, вот, например, нет, физобъем, понятно, он как бы вручную вносится. Но вот трудозатраты и стоимость их можно вносить вручную по работе, но есть возможность воспользоваться ресурсными справочниками, да. Ну, я вот сейчас покажу на примере новой работы, как вообще здесь вот работает вычисление сроков работы из ресурсных справочников. Да, вот я сейчас добавлю какую-нибудь новую работу. У меня создалась работа номер 1. Понятно, что я могу там ей вручную какой-нибудь срок указать, да, срок выполнения этой работы. Давайте выведем сюда параметр длительность, да, чтобы мы видели нашу рабочую длительность. Рабочая длительность. Смотрите, значит, предположим, я хочу воспользоваться сейчас справочником из объема. Вот через этот интерфейс вообще любой атрибут можно вывести в колонку и заполнять его из вот этой вот колонки. Но здесь, если я нажму, например, на поле, где написано физобъем, то я могу назначить какой-нибудь физобъем из справочника. Да? Что из себя представляет справочник? Ну, это перечень физобъемов, он может быть иерархический, может быть не иерархический. Соответственно, я выбираю какой-нибудь физобъем, например, монтаж металлоконструкций. И что у меня здесь есть в справочнике. Вернее, что есть и что обязательно, а что нет. Обязательно это на самом деле код физобъема, наименование единицы измерения, а дальше это нормативные показатели этого физобъема, которые могут использоваться, могут не использоваться. Значит, как это вообще здесь читается? Смотрите, для 1 тонны физобъема удельные трудозатраты, что такое удельные трудозатраты? Это количество человек-часов рабочих для того, чтобы эту 1 тонну произвести. Да, вот, например, 696 там, с копеечками. Да. У меня стандартный состав звена у этого для выполнения монтажа металлоконструкций 4 человека. Поэтому интенсивность этого физобъема, если я буду работать 4 человеками, у меня будет 0,005 в час, получается. Вот эта величина базовой интенсивности – это расчетный параметр, который как раз можно его вручную ввести, а можно ввести вот эту численность бригады и удельные трудозатраты, и он будет рассчитываться. Ну и, соответственно, может у физобъема быть расценка и может ее не быть. Ну, предположим, я возьму какой-нибудь норматив, у которого есть все показатели. Да? Вот единица измерения, расценка, вот они есть. И укажу, что мне нужно его, допустим, сделать 10 тонн. Вот, он говорит, если я буду 10 тонн делать 4 человеками, да, ну, здесь какой-то норматив странный, да, то я буду делать вот это 217 дней, да. Если я покажу, ну, укажу численность бригады, поменяю здесь на 16, да, у меня, соответственно, сразу численность, вернее, рабочая длительность моей работы сократилась, да, в разы. Но тут, понятно, надо смотреть, можно ли там эту работу, скажем так, выполнять 4 бригадами, да, сразу, поскольку у меня в одной бригаде 4 человека, получается, я 4 бригадами выполняю. То есть позволяет ли наш фронт работ здесь нагнать 100 человек.
для того, чтобы управлять вот этой численностью. Либо, смотрите, то есть вот эта интенсивность и удельные трудозатраты, они могут как быть, а могут их, в принципе, не быть. Вот я назначу какой-нибудь другой физобъем, у которого нету ни расценки, ни интенсивности, ни трудозатрат. Да? Вот таким вот образом. В этом случае я могу здесь вручную указать да. Вот, допустим, мне нужно 10 тонн, да. Предположим, у меня есть сметные показатели, я из смет посчитал, что мне нужно 1000 человек часов, да, и также из сметы посчитал, что, пускай это 50 тысяч стоит. Ну и теперь мне нужно сказать, сколько у меня численность бригады будет, допустим, 5 человек. Ну и он мне посчитал уже вот эту вот интенсивность выполнения, исходя из сроков выполнения этой работы и численности бригады. Теперь при изменении численности у меня также будет изменяться длительность. То есть вот такие вот расчетные механизмы здесь есть. Это теперь я удалю эти работы, чтобы они нам не мешали. Это я вам для примера показывал. Так, что я вам еще хотел продемонстрировать. Значит, как у нас работает суточное распределение ресурсов, то есть суточное планирование. Мы можем просто планировать физобъемы, трудозатраты, стоимость, а можем планировать их распределение по периодам времени. И если мы возьмем какую-нибудь работу, ну, например, то же самое устройство монолитных перекрытий, вот я перейду на закладку «Суточное планирование», и увижу, что у меня тут на работе вот как раз есть 3 этих ресурса, про которые я вам говорил, физобъем, трудозатраты и стоимость. И есть возможность их распределить вот так вот по периодам времени. Есть согласованный план, есть оперативный план и факт на каждый день. Да. Что такое согласованный план? Ну, предположим, мы в какой-то момент наш график согласовали, да, с заказчиком, утвердили целевой план, и вот это распределение вот этого физобъема по нашему целевому плану мы фиксируем в поле целевой, согласованный план. Дальше оперативный план – это то, что мы по нашему текущему графику имеем. Да? То есть у нас на сегодняшний день, вот, например, мы планировали там одну цифру, да, по согласованному плану делать. Теперь нам нужно там по нашему текущему плану уже ее с другой интенсивностью, да, выполнять. Вот. Это мы можем вручную здесь распределять, собственно, вот этот вот согласованный оперативный план, вносить вручную по работам графика. Есть функция такого автоматизированного распределения. Да, вот мы все эти распределения согласованного оперативного плана можем вот здесь вот справа вот показать в виде вот такой вот таблицы. Да, вот она будет, я сейчас встану на начало работы. Вот, она будет показывать нам тоже вот по каждой работе распределение нашего плана. Есть такая функция автоматического распределения, то есть необходимо выбрать те работы, по которым мы будем автоматически распределять работы, и мы можем автоматизированно, так скажем, размазать весь наш оставшийся физобъем по периодам выполнения работы, да, как по согласованному плану, так и оперативному плану. Это вот что касается, как у нас работает вот эта вот штука. Теперь как нам актуализировать, как вообще процесс актуализации идет? То есть либо вручную, либо автоматизированным способом распределяются физобъемы, трудозатраты и стоимость. Да? Можно что-то одно распределять. Кстати, в следующей версии, да, нам обещали разработчики, что появится такая штука, называется комплексный ресурс, где можно будет связать физобъем с трудозатратами и стоимостью. Да, и вот и все это суточное распределение будет автоматически распределяться по трудозатратам и стоимости, также, например, как это распределяется по физобъему. Сейчас это немножко отвязанные вещи, поэтому их можно, скажем так, актуализировать отдельно. Ну, во-первых, можно актуализировать через интерфейс, да, вот взять, например, здесь на 1 ноября, на 1 декабря 2004 года рассчитан график, да, мы можем через интерфейс вот здесь вот актуализировать данные. Причем, кстати, лицензия на актуализацию
на работу с вот этим интерфейсом ручного планирования для подрядчиков по вводу факта бесплатно является, поэтому это тоже несомненный плюс. То есть мы можем данные вносить через интерфейс системы, да, вот, выбрав там либо период. Кстати, здесь можно не по дням вносить, да, можно выбрать период, например, еженедельно и вносить факт уже там целиком за неделю, да, он там будет распределяться у нас внутри недели по периоду времени. Ну, хотя мы можем настроить либо распределяться, либо на начало относиться, либо на окончание. Ну и здесь также сверху мы тоже можем задать какой-нибудь еженедельный или ежемесячный интервал для анализа наших ресурсов. Да, вот, например, то же самое представление по распределению физобъемов, только уже помесячно. Вот, значит, можем через интерфейс вот таким вот образом вносить фактические данные. Так, где я тут вносил тоже? Так, я тут по дням вносил. Вот, смотрите. Можем через интерфейс вносить, да, по дням. В этом случае есть специальная роль в системе, да, которая позволяет актуализировать, вернее, не актуализировать, акцептовать те фактические данные по физобъему, ну, либо по стоимости, либо по трудозатратам, либо по любому другому ресурсу, которые вносят пользователи. Да. Вот сейчас этот факт, он, скажем так, не акцептован, поэтому вот он горит желтым. Есть такая функция, ну, мы можем каждый план в отдельности акцептовать, а можем согласовать их, скажем так, массово, да, выделить те работы, по которым мы этот факт будем принимать, выбрать, что, по каким ресурсам мы будем акцептовать, либо отклонять фактические данные, ну и подтвердить наш факт. Да. После этого факт будет, скажем так, учитываться уже в аналитике и в расчете расписания. Это первый способ, да, как можно вносить, то есть через интерфейс. И есть еще вот такое вот приложение, называется Fact R, да, оно доступно, в принципе, на андроидах, на iOS, и есть вот такое вот еще отдельно мобильное приложение, которое через браузер работает. Оно позволяет пользователям вносить факт, да, вот через такой вот облегченный мобильный интерфейс. Здесь что нужно выбрать? Здесь можно выбрать конкретный день или конкретный, ну, или период, посмотреть, да, вот, например, посмотреть, что на сегодняшней неделе у нас запланировано по проекту. Выбрать проект, выбрать график, ну и вот и перечень работ появляется, который у нас запланирован на данный период. Можно выбрать там любую работу, выбрать ресурс, по которому мы будем вносить эти данные, ну и посмотреть, да, вот, например, мы должны по гидроизоляции тут сегодня выполнить 17 кубов, да, можно внести там, что мы их выполнили, да. Помимо того, что здесь можно факт нести, здесь еще можно фотографию прикрепить, да, то есть сделать фотографию, если это все работает с телефона, да, можно сфотографировать с телефона и сразу прикрепить это через интерфейс мобильной системы по сбору фактов. Что еще по сбору фактов, наверное, все. Хотел вам еще один интерфейс показать, называется он экран проекта. Этот интерфейс служит для контроля ключевых событий. У нас с таким флажком. Значит, в чем его смысл? Да? Вот эти две полосочки, то есть сначала первоначально в графике помечаются те работы, которые будут являться ключевыми событиями. Да? И вот эти работы, они располагаются, вернее, не работы, вот эти ключевые события, которые мы выбрали, они располагаются на двух таких стрелочках, да, на двух полосочках. Сверху это сроки ключевых событий по целевому плану, снизу это сроки ключевых событий по текущему графику. И вот здесь видно, что тут какие-то ключевые события отклоняются, например, вот это на минус 2 дня. Ну и цвет ключевого события снизу, он показывает на степень, скажем так, коллизии. Да, если синее, то все хорошо выполнено без отставаний. Красное, значит, завершено ключевое событие, но с отставанием. Вот, например, есть у нас желтое, это означает, что
прогнозируется срыв ключевого события, ну и зеленое, значит, все хорошо. Ну и помимо всего прочего, мы можем разворачивать вот так вот всех предшественников, да, и смотреть первопричину срыва, да, нашего ключевого события. То есть вот я сейчас развернул, и вот если так посмотреть, вот что являлось срывом готовности объекта 3.3, то вот здесь мы видим минус 5, минус 5, минус 5. Ну, это как бы срыв продолжается, да. Вот первый срыв мы на устройстве монолитного железобетонного фундамента, да. Вот, то есть первый срыв здесь, а потом еще на перекрытиях, да, выше отметки 0. То есть вот две работы, которые, собственно, повлияли на срыв нашего ключевого события. Такой вот удобный интерфейс, который мы, собственно, можем использовать для анализа. Значит, что я здесь еще хотел показать? Ну помимо ключевых событий, можно еще здесь в этот интерфейс добавлять, скажем так, те работы, которые вы тоже там считаете ключевыми работами, да, и их можно тут по разным разделам, ну, в данном случае по разным исполнителям, железобетонные фундаменты, да, вот здесь вот разные фундаментные работы по разным исполнителям. И тоже на этот экран такой интерфейс для руководителей, да, больше. Так, по ключевым событиям все. Если вы заметили, здесь вот есть такие интерфейсы, такие графики, которые называются сводные. Система позволяет автоматически из вот этих вот графиков, которые у нас объединены нашими связями, да, внутрипроектными, система позволяет из них сформировать автоматически один единый график, то есть запихать все работы в один единый график. И она в двух режимах работает. Первый режим, она такой совсем простой. Она возьмет и все графики подряд вот так вот расположит. Ну, вот здесь три графика, да. И что она еще делает дополнительно? Она делает связи между работами различных графиков. Да, то есть сейчас покажу. Во втором режиме это будет видно. Да. Второй режим он работает следующим образом. Да. Во-первых, как эта штука настраивается. Вот есть такая кнопочка «Сводный график». И здесь вот если мы выберем по объектам, мы можем выбрать шаблон. Да, шаблон объединения, скажем так, наших графиков в одну единую структуру. Что из себя представляет шаблон? Шаблон — это вот такая вот новая структура ВБС. Да, здесь, по сути, нужен только шифр и наименование. Да, и, скажем так, работы всех графиков, да, будут распределены вот в нашу новую структуру декомпозиции работ, которую мы здесь зададим в качестве нового шаблона. То есть если мы сейчас посмотрим, как это отрабатывает, да, то вот он для каждого объекта, да, работы по выдаче РД, по поставке оборудования переместил, скажем так, в свой уровень. Да, вот работа по выдаче РД — это из графика выдачи РД. Ну, а дальше остальные работы. Вот поставка трубопроводов — это из графика поставки. Ну и видите, что связи от выдачи РД, ну и от поставки он тоже должен рисовать эти связи, они автоматически ставятся на строительно-монтажные работы. То есть вот этот сводный график, он представляет, то есть превращает наши автоматизированные зависимости в классические зависимости финиш-теста. Ну и в заключение я хотел вам продемонстрировать обновленный интерфейс BIMER. То есть что такое BIMER? Если у нас есть 3D-модель, мы можем эту 3D-модель совместить с нашим графиком. Там, с графиком строительно-монтажных работ, с графиком поставки, с графиком выдачи рабочей документации. И вот это дополнительное приложение BIMER, оно как раз позволяет выполнить данную увязку. Значит, работает оно вот в таком вот в обновленном интерфейсе. Здесь можно открывать различные окна. Да, вот,
добавлять, например, кран проекта, да, хотим сюда добавить, можем сюда вот в этот интерфейс добавляем. То есть такое свободное редактирование окон, которые нам нужны. Да. Ну и снизу здесь уже знакомый интерфейс нашего графика, да, в котором расположены строительно-монтажные работы. Ну а сверху у нас, собственно, наша 3D-модель. Ну и вот тот пример складок, который я вам показывал, вот она здесь отображает. Значит, что здесь, во-первых, можно посмотреть? Да, здесь есть разные режимы. По умолчанию здесь, условно, мы видим всю 3D-модель. Ну и мы можем посмотреть, например, те элементы, которые связаны с графиком, и те, которые не связаны. Да. Вот сейчас у нас тут попадает еще земля и сетка. Да. Есть возможность, во-первых, изменить тип земли, да, вот как она будет землю отрисовывать, у нее здесь свои есть преднастроенные цвета. Можем вообще эту землю убрать. И есть тоже внутренняя сетка, в случае, если нет координатной сетки, в планере вот есть такая возможность ее дополнительно добавить. Ну, давайте я ее вообще уберу, и мы посмотрим связанные, например, с работами элементы в таком вот режиме. Дальше здесь есть различные режимы отображения еще. Да? Ну, давайте еще я легенду включу и вот эти вот две галочки. Значит, первое, вот визуальный профиль. Да? То есть вообще для чего мы делаем вот эти вот привязки, для чего мы формируем вот такую 4D-модель. Да? Первое, для чего это нужно, это проверить последовательность выполнения работ. То есть вот сейчас я включаю режим, который позволяет переключиться в такой режим симуляции, то есть, да, и я могу выбрать ту дату, на которую я могу, ну, у меня будет синхронизирована моя 3D-модель с моим графиком производства работы. Вот этот кусочек рассмотрим, здесь интереснее всего будет происходить. То есть вот сейчас у меня 5 января, да, могу чуть пораньше включить. И я могу включить вот режим такого вот анимированной симуляции. То есть включить у меня 1 секунда будет равна 2 дням, например, да, и вот в таком режиме посмотреть, как у меня работы будут выполняться. Для чего это делается? Ну, как правило, это для проверки последовательности, да, то есть с разных ракурсов, с разных углов мы просматриваем последовательность выполнения работ и отлавливаем коллизии, да, например, чтобы там перекрытия раньше стен не было, да, самый простой пример. Ну, во-вторых, для демонстрации руководства, да, наших сроков, да, достижимости сроков это можно применять. То есть такой вот режим анимации, да, то есть такого режима ролика. Значит, это первое, что мы умеем. Причем здесь есть возможность с разным цветом, вот как я показал, видите, здесь разным цветом разные виды работ могут подсвечиваться. То есть вот зеленым цветом это ЖБ-конструкции, там красным цветом это у нас сваи были, там, кровля у нас какая-то рыжая, ну и так далее. То есть для каждого визуального профиля мы настраиваем, как он будет выглядеть до выполнения работы, после выполнения, во время выполнения и после выполнения работы. Значит, помимо вот этого режима визуальные профили, да, есть различные еще у нас режимы. Например, посмотреть работы критического пути мы можем. Да, вот здесь красным цветом он отметит те конструкции, которые у нас лежат на критическом пути проекта, да, то есть выполнение которых у нас лежит на критическом пути. Есть режим просмотра индикаторов. Обновить индикатор. Да, вот. Индикатор вот этой коллизии с рабочей документацией, например, можно посмотреть вот в режиме такого вот 3D рисуночка, да, то есть посмотреть, на что у нас выдана рабочая документация, на что не выдана, и где у нас, например, есть коллизия со строительно-монтажными работами. Да, вот видите, у нас по сваям тут сваи удаются позже, чем мы запланировали начало наших строительно-монтажных работ. То есть вот любые индикаторы, которые мы в нашем графике настроим, тут индикатор поставки могу включить,
они тоже будут отображаться. Да, вот видим, что здесь поставка у нас отстает, да, от нашего графика. Ну и индикаторы графика тоже, да, вот, например, незакрытые объемы, да, то есть те конструкции, которые выполнены, но не закрыты, например. То есть, ну, таким вот образом посмотреть. Какие еще режимы? Отклонение от целевой версии, да, то есть те позиции, которые отклоняются, вернее, те работы, которые отклоняются от целевой версии, да, вот их тоже можно подсветить здесь определенным цветом. Ну, скажем так, про основные режимы все, да, есть режим такого вот интервала еще, да, как вот он работает, можно выбрать интервал времени, да, определенный, да, и система выделит здесь только те работы, вот зеленым, которые выполняются в выбранный мною интервал. Остальные работы она, вот видите, серым цветом так не сделала, зеленым цветом оставила только те, которые я вот выбрал интервал времени. Значит, что еще здесь есть? Ну, во-первых, можно настраивать макеты различные, да, то есть у нас в 3D модели есть множество атрибутов, мы их можем здесь вот выбирать, эти атрибуты, макет. Можем делать группировки, да, вот так же, как я вам показывал по работам графика, можем выбрать какие-то параметры, атрибуты для 3D объектов, да, для 3D элементов, по которым наша модель тоже будет фильтроваться, вернее, группироваться. Ну и фильтры тоже можно добавлять. То есть можно настроить фильтр, по которому там часть модели будет, скажем так, скрываться, да, либо наоборот показываться. Что еще? Что еще? Ну, есть стандартные такие вещи, да, как текущие плоскости, да, какие-то можем накладывать различные текущие плоскости в различных координатах. И последнее, значит, что здесь появилось, во-первых, возможность загрузки больших моделей, да, что раньше не было. Во-вторых, мы можем модель сюда загружать по кусочкам. То есть, если у вас модель собирается из различных файликов, тоже можно их, скажем так, сюда подгрузить в виде набора 3D моделей, ну и включать, выключать те модели, которые вам не нужны. Это актуально для больших проектов, скажем так, где сразу целиком всю 3D-модель будет тяжеловато открыть на экране, да. Особенно вот в веб-интерфейсе. Сразу скажу, что вот большие модели, они большую загрузку на браузер, на оперативную память дают, поэтому вот, для того, чтобы с этим можно было комфортно работать, можно что-то отключать по необходимости. Ну вот если кратко, то у меня время к концу подошло. Давайте посмотрим те вопросы, которые написали в чат. Так, попробую ответить на вопросы. Так, можно ли что-то дополнительно настраивать в аналитике? Смотрите, аналитика здесь не особо настраиваемая, вот те дашборды, которые я вам показывал. Есть возможность там их немножко донастроить, но это на уровне того, что, например, указать атрибут, из которого будет браться стоимость или трудозатраты, да, поскольку у нас там много разных атрибутов в системе есть, мы можем там сказать, откуда, например, будет браться стоимость, из какого источника. Но сделать какой-то новый, скажем так, дашборд средствами планера, это сейчас нельзя. Ну, это вот отвечая на ваш вопрос про рейтинг. Можно ли добавить дополнительно график выдачи проектной документации и связать в графике? Да, вот этот набор графиков вы сами определяете, собственно. Вот я вам показал пример из 5 графиков.
пример из 20 графиков. Один из них может быть график проектной документации. Ну, и не может быть, а так и бывает зачастую. Это очень часто такая связка встречается. Так, почему-то все время прыгает этот чат. Ален, если знаешь, как сделать, чтобы он не прыгал, скажи мне. Приведите. Вопросы, Георгий, просто поступают, поэтому так Да. получается. Никак это исправить нельзя, к сожалению. Я просто все время пытаюсь. Я могу тебе скинуть таблицу, я собрала вопросы, может, тебе так проще будет? Приведите пример, как недовыполнение сроков влияет недополучение прибыли, что ли. Очень неудобно вот этот чат смотреть, когда вопросы давались. Я не успеваю прочитать его, а у меня он уже... Вот как влияет на недополученную прибыль компании. Выполнение сроков влияет на недополученную прибыль. Ну, смотрите, тут напрямую такого влияния нету, да, сроков. То есть, если у вас срывается срок проекта, то от этого стоимость самого проекта, скажем так, себестоимость в программе не меняется, да. Скажем так, если вы знаете вот штрафы, скажем так, которые могут повлечь отклонение проекта, то их можно посчитать. Да? То есть если мы знаем, по какой формуле это считать, недополученную прибыль, то мы можем эту формулу включить. Но вот сама по себе стоимость, она вот по проекту не поменяется. То есть если мы знаем, например, что потом при эксплуатации проекта он будет там зарабатывать, ну, он будет приносить прибыль, скажем так, миллион в день, то мы можем по отклонению, да, посмотреть, собственно, где наша недополученная прибыль. Но это, скажем так, такие кастомные настройки, которые нужно тут для каждого проекта вносить. Отражение складского учета для меня было новинкой, спасибо. Да, есть возможность, то есть если есть поставка и наличие на складе, связав эти два графика, мы можем получать аналитику. Периодичность, у нас пока еще идет внедрение по поводу постройки судна. Тут еще периодичность до конца мы не определили. Предполагается, что ну, от недели до месяца. Ну, как минимум раз в месяц, как максимум раз в неделю. Так. Какой приоритет интенсивности при расчете расписания? Смотрите, тут при расчете расписания, тут на самом деле вы приоритетом управляете. Да, давайте я это отдельно покажу. Смотрите, при расчете расписания тут есть разные сценарии, которые мы можем использовать. И вот в зависимости от выбранного сценария будет по-разному рассчитываться вот эта вот оставшаяся длительность работы. То есть есть сценарии, которые не будут трогать, например, оставшуюся длительность, а есть сценарии, которые посмотрят, да, на вот эту справочную интенсивность и пересчитают ее. Вот, например, это, который называется по интенсивности физобъема старт-финиш по суточным датам. По суточным датам факта. То есть тут большой набор различных сценариев. Я боюсь, что я про все не расскажу. Ну, про два, наверное, вот таких самых интересных. Да, например, у нас была базовая интенсивность, мы можем по базовой интенсивности оставшуюся длительность пересчитать. Но есть, например, сценарий, который посмотрит, а насколько интенсивно вы выполняли данную работу. То есть мы планировали выполнять ее по 10 кубов в сутки, допустим, копать землю. Прошла неделя, мы копали по 5 кубов в сутки. Так вот, он оставшуюся длительность моей работы посчитает, исходя из того, что я буду копать по 5 кубов в сутки. То есть тут зависит от того, какой я сценарий выберу. Причем тут можно для каждой работы устанавливать свой персональный сценарий. Да, то есть есть общий сценарий, в случае, если для работы не установлен персональный, все работы будут считаться по общему. Если на работу какой-то персональный сценарий установлен, то он будет считаться
по тому, который мы выбрали. Поэтому приоритет будет, вот, во-первых, сценарием определяется, во-вторых, персональным сценарием. Да, изначально можно как раз вот эту ведомость объемов работ, мы ее называем, да, базу для графика, то есть вот эту структуру декомпозиции, набор работ и физобъемы, и трудозатраты, и стоимость можно получить из смет. Есть такой вот инструмент, есть у нас, сейчас покажу, покажу, покажу. Есть такой механизм, который позволяет действительно загрузить сюда смету. То есть сейчас можно с гранд-сметы, по крайней мере, сюда загрузить файл формата XML, выбрать правила, по которому строчки сметы будут превращаться в работы графика. Да? То есть мы говорим, там, что единичная расценка будет соответствовать, допустим, там, выбранному нашему физобъему. Ну и в соответствии с этим правилом он все единичные расценки и сметы превратит в те работы, которые мы придумаем. То есть вот эти правила один раз создав, мы для всех смет можем их применить. Да, и тогда вот эта структура графика будет получаться из смет, как вы уже говорили. То есть есть такой дополнительный инструмент, который называется Coster, да, просто сегодня мы его с вами не, э, не рассматривали. Так, мне нужен этот чат наш. Смотрите, да, давайте по вопросам-ответам. Каким образом загружается базовый график, ну или базовая версия? Ну, во-первых, мы можем как бы ее в системе делать, да, то есть как вообще обычно, как бы классический, да, подход. Мы в системе сначала делаем какую-то версию графика, да, сохраняем ее как базовую, делаем копию, да, то есть копируем версию, делаем ее базовой. Дальше вот эту базовую версию еще раз копируем, делаем актуальной, начинаем в актуальную вносить факт, а базовая у нас остается как сохраненная. Но если мы говорим о загрузках, да, то есть есть, ну, во-первых, есть разные режимы, да, если мы говорим о импорте графиков, мы их можем импортировать из разных источников. Мы их можем импортировать из Excel, да, то есть у нее, во-первых, свой родной формат Excel, выгрузки вот этих графиков, во-вторых, мы можем любой произвольный Excel, вот, смотрите, есть такое правило парсинга, да, то есть мы можем создать правило, да, и указать, какая колонка ну, в исходном Excel, в какой атрибут должна попасть. Да, это вот касательно Excel. Во-вторых, мы можем загружать файлы формата XER из Primavera и также выгружать их обратно. И из Microsoft Project это формат XML. Да, тоже можно загружать, выгружать. Если мы говорим о обновлений, то есть графиков, когда мы загружаем здесь определенную версию, здесь есть три режима. Да? То есть мы можем добавить новую версию, то есть создаться новая версия графика, можем обновить. То есть в этом случае все, что есть в Excel там по шифру, по вот этому уникальному идентификатору, оно будет обновлено. Ну и третий режим, он там все, что по шифру найдет, он наоборот удалит из нашей версии. Поэтому можно как бы изначально у вас есть базовый график, вы в него там ну, его сформировали где-то в начале проекта, потом вам его нужно обновить, да, вы добавляете, скажем так, новые работы в текущую, в актуальную версию, выгружаете новые работы в формате Excel и добавляете ее в базовую версию в режиме обновления. Ну, вот если говорить про то, как это правильно сделать, наверное, это.
Так, как сформировать сводный перехода объекта со стадии строительства, то есть как задать атрибуты и выстроить связи между графиками, графиком ввода в эксплуатацию, что единицы в графиках. Ну, как сформировать сводный график? Во-первых, вам нужно а, иметь график СМР, график пуска наладки, ну и где-то работы по вводу в эксплуатацию, да, в каком-то, наверное, графике. Ну, вот у вас там еще много всяких разных графиков перечислено. То есть вам нужно придумать, по какому правилу все эти работы будут объединяться. То есть вот этот общий атрибут найти у разных графиков, для того, чтобы можно было их объединить, скажем так, в сводный график. После этого, после того, как вы придумаете, как их объединить, тут, я думаю, остальных вопросов не будет. То есть СМР там с ПНР, да, они по коду системы, как правило, да, объединяются. То есть для каждой пары вот этих графиков может быть свой собственный код связки. Это не обязательно там шифр комплекта RD, как я вам говорил. А, Поэтому для каждой пары взаимосвязанных графиков вы можете свои уникальные коды подбирать. Какие формулы поддерживаются? Тут самые простые, да, давайте я покажу тут по поводу расчетных атрибутов, да, наверное, вопрос. А, Какие формулы поддерживаются? Сейчас возьмем какой-нибудь. Давайте даже здесь вот я сделаю для примера. Покажу. Допустим, в графике СМР я хочу видеть дату выдачи РД. Как это сделать, вот как настраиваются эти атрибуты. То есть я делаю расчетный атрибут, говорю, что это атрибут типа дата, ну и говорю, как он рассчитывается. Да? То есть я могу здесь несколько правил добавить его расчета, но мне здесь достаточно одного правила. Да? То есть, во-первых, я могу выбрать там любой атрибут, да, и в случае, если атрибут типа дата, да, мне здесь атрибуты типа дата будут, как правило, доступны, ну и числовые еще. То есть, во-первых, как формулы пишутся. Да, я здесь могу выбрать любой атрибут. Старт, да, он помещается в такие квадратные скобки. А дальше, ну, собственно, самые простые математические формулы. Да, умножить там минус, плюс, поделить. Вот это все здесь доступно. Да, это вот из тех формул, которые можно писать. Да. Если нужны какие-то атрибуты связанных графиков, вот, например, мне нужна дата выдачи РД, то есть здесь вот такая вот есть еще встроенная формула. Например, я могу взять график выдачи РД, то есть у меня с одной строительно-монтажной работой может быть несколько комплектов связано. Поэтому сказать, какой атрибут, например, какой финиш мне нужен, максимальный или минимальный, да, выбрать из всех из них. Вот таким вот образом формула пишется. То есть вот в фигурных скобочках это означает, что он из связанного графика RD вытащит самый поздний финиш связанного комплекта рабочей документации. Вот такая вот формула. Можно еще какие-то ограничения писать, при которых эта формула будет срабатывать. Да, то есть при одном условии это будет одна формула, может быть, как при другом условии у вас может быть другая формула. Да, это касательно, если у нас дата, например, для денег и чисел, там еще доступна вот такая штука, есть max, min и сумма, например, нам нужна поставка, например, стоимость поставки, да, посчитать, например, стоимость связанных позиций графика поставки, да, в графике СМР. Вот таким вот образом можно накладывать. Так, давайте вернемся к вопросам. Я думаю, что тут достаточно комментариев. Так, я выключил демонстрацию. Да. Так, где у нас вопросы?
Так, персональный планер, демонстрации планер, костер, конечно, можно, обращайтесь. Алена вам скажет, куда обращаться. Как применяется, какая СУБД для хранения данных? Postgre, там внутри под капотом лежит СУБД PostgreSQL. Запись вебинара, я думаю, что будет доступна после вебинара, там, через определенное время, как правило, мы выкладываем. Каким образом можно связать работу с элементом модели? Смотрите, можно предварительно прокодировать элементы модели и работы, и объявить этот атрибут, и все свяжется автоматически, а можно вручную вязать. То есть выбрать элемент или группу элементов, выбрать работу и нажать кнопочку «Связать». Если в интерфейсе, то есть несколько режимов связки. То есть вот такая кнопка, которая позволяет в режим связки перейти. То есть изначально при загрузке 3D-модели она нас спрашивает, а собственно по какому атрибуту вы хотите, там, чтобы у них связи были. Да? Вот здесь вот за эту связку отвечает у нас атрибут, который называется код связки с 3D-моделью. И вот он сюда через запятую будет записывать все идентификаторы 3D-элементов. То есть если бы мы изначально все прокодировали бы, правильно, да, все 3D-элементы каким-нибудь правильным кодом, и потом все работы правильным кодом прокодировали. Загрузив график и загрузив 3D-модель, у нас бы все автоматически связалось. А так есть вот такой режим, который позволяет там выбрать работу, выбрать элемент, и вот в 3 режимах просто связать, заменить привязку, то есть удалить то, что раньше было привязано, на новые значения и отвязать элемент от работы. То есть вот таким вот образом можно связать. Так. Так. Про формулу я вам ответил. Есть справочник физобъема в стадии эксплуатации. Как сформировать свои справочники? Смотрите, есть возможность, ну, справочник физобъемов – это встроенный справочник. Вообще можно любые другие справочники создавать и назначать на работы. То есть, во-первых, физобъемы вы можете сделать его иерархическим, там веточку сделать для эксплуатации, веточку сделать для СМР, то есть никто не мешает это делать. Здесь при назначении там можно фильтровать эти работы, поэтому это не так сложно. И есть возможность вообще создавать любые другие справочники, ну вот, например, машины и механизмы, да, тоже предназначение. То есть их также можно назначать как ресурсы и распределять там вот это вот все плановую загрузку этих ресурсов также по, например, машинам и механизмам. То есть в системе можно создавать кастомные справочники. Причем здесь как работает? Тут и атрибуты, и справочники, они работают по следующему принципу. Если мы справочник создали на уровне проекта, то он наследуется всем графикам. Там, да, или если на уровне группы проектов, то всем проектам. И если там, скажем, атрибут или справочник создали на уровне графика, то он доступен только на уровне этого графика. То есть остальные графики нам недоступны. Как создать стоимостные составляющие? Можно создавать стоимостные составляющие. Здесь имеется в виду там фот, там стоимость материалов, там, вот, то есть разбивку по цене по статьям затрат, по сути. Можно это моделировать расчетными атрибутами, вернее, не расчетными, а пользовательскими атрибутами. То есть создать несколько атрибутов типа стоимости и там суммировать стоимость из них. Ставка прораба 1000–1500 рублей в час или день. Смотрите, можно это сделать, можно здесь при назначении ресурса
можно указывать, например, стоимость ресурсов в час, да, и эту информацию потом можно поднять на уровне работы. Да, при формировании справочника, поскольку мы здесь, смотрите, да, вот здесь вот даже есть, например, расценка в час для самосвала. То есть при формировании справочника мы перечень атрибутов сами выбираем. Ну, а стоимость потом, которая вот в этих атрибутах есть, мы потом можем передать в работу. В чем преимущество связи проекта? В чем преимущество? Смотрите, тогда у нас работает в двух режимах. Да, то есть, ну вот просто историю из жизни рассказываю. Работал там когда-то в атомной отрасли, там график поставки 300 тысяч позиций, график СМР 10 тысяч работ и график РД там порядка 2000 комплектов. Это для одного энергоблока. Там, если факт вы ввели, там, например, поставки, рассчитали график, и у вас там СМР уехал, да, вы там будете, наверное, полдня понимать, а почему у вас СМР уехал, да, вам каждый раз нужно будет смотреть на резервы и там отматывать его назад и смотреть, а из-за какой же все-таки работы у меня произошло смещение, да, то есть он сразу будет смещать с собой все СМР. В нашем же случае у нас есть выбор, да, то есть мы сначала можем посмотреть, а в чем проблема, да, а потом уже применить вот этот вот расчет расписания, который учитывает межпроектные связи, и уже пересчитать, скажем так, сроки. Ну, в любом случае система может работать, как и вы написали. Есть межпроектные связи, которыми мы можем также стрелочками вязать графики между собой. То есть она в классическом режиме работает. Можно ли создать индикаторы без применения связей проекта? Можно, только индикаторы будут считаться относительно атрибутов в каком-то одном проекте. Да, то есть есть индикаторы проекта, которые можно настроить не на связь, да, а на значение, на проверку значения атрибутов внутри какого-нибудь одного проекта. Как можно рассчитать дату в оборотную сторону? Ну, очень просто задается формулой. То есть системе можно задать формулу, по которой он в обратную сторону, я вам уже показывал сегодня на примере, что есть вот, в графике, у нас был график поставки оборудования, да, вот я вам показывал график МТО, плотный график МТО. И у меня вот эти вот даты, вот все, плановая дата, это все расчетные даты, которые по формуле обратно рассчитываются от требуемого срока поставки. Это можно сделать вот такими расчетными атрибутами. Есть еще такая вот фишечка, она очень похожа на расчетные атрибуты, но позволяет, скажем так, рассчитывать, ну, например, от старта, допустим, давайте минус 10 дней. Так вот. То есть позволяет от одного графика по определенным правилам там высчитать много-много точек назад. Но вот эта настройка, она отличается от расчетных атрибутов тем, что сроки вот этих, скажем так, вот эти требуемые сроки, они не автоматически будут пересчитываться, как вот я вам показывал только что в графике, а по кнопочке. То есть есть вот, два режима, скажем так, два способа формирования графика обратным ходом. То есть вообще, чтобы они сроки автоматически одного графика от другого считались. И второй способ вот по кнопочке, настроив таким вот образом правила расчета сроков одного графика относительно сроков другого графика. Так, много у нас еще вопросов. У нас, к сожалению, наверное, заканчивается время, коллеги. Я, наверное, на все вопросы в любом случае не смогу ответить. Давайте сейчас еще пробежимся. Есть ли интеграция со сметными программами? Ну, я опять же говорю, что есть интеграция, сейчас, по крайней мере, настроена с гранд-сметой, да, поэтому из гранд-сметы можно забирать данные.
По-моему, там чуть попозже RPS 2.0 появится, интеграция можно будет в RPS файлы загружать. Поэтому тут, по-моему, все смертные программы, они RPS поддерживают. Так. Технологические перерывы в работе, да, тоже можно задавать, там можно указывать, то есть если мы возьмем связи, ну, какие-нибудь графики, вот у меня выбрана работа, у нее слева предшественники, справа последователи, ну и мы при помощи задержки можем указывать технологические перерывы. Имеется в виду прервать работу, а потом начать. Это либо при помощи распределения физобъема делается, да, указывается. Но вот так как в Primavera, да, там, или в Project, чтобы на диаграмме Ганта она у вас там разорвалась, там началась заново, нет, здесь так не работает. Есть ли возможность составления графика не через браузер, а локально на компьютере? Нет, такого приложения нету. Вы можете в Excel его составить, загрузить при необходимости локально. Если. То есть отдельного приложения локального нету, такой, который ставится. Да, есть возможность через Excel подгрузить, загрузить, добавить все что угодно. Так, про связку с бимами я вам уже рассказал. Да, 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 вот по поводу автоматически скорректировать график СМР относительно обеспечивающих графиков. Ну, давайте я вам даже покажу, как это работает. То есть, смотрите, то есть сейчас у нас с вами есть вот эта вот коллизия по устройству свайного фундамента. Да, вот эта вот работа выполняется позднее, чем рабочка выдается. Вот я могу рассчитать график с учетом вот этих вот связей с поставкой SRD. То есть в этом случае он не просто расписание посчитает, но еще учтет вот эти вот коллизии поставки и автоматически их выровняет. Сейчас он посчитает сначала график, а теперь я обновлю индикатор, и здесь уже не будет вот этих вот. Видите, вот эта работа, и у нее этот индикатор загорелся зеленым. То есть она автоматически, ну, и работа сразу критической стала, да. Ну, то есть это следовало ожидать. Мы порвали сейчас путь и работали с самой критикой. Так. Смотрите, строк графиков. Тестировалось вообще и расчет расписания, и работа на миллионе. То есть, ну, до миллиона строк работает. Отфильтровать непринятый факт. Сейчас посмотрю. Фильтр по... Вот, да, смотрите, есть суточный факт, да, вот, то есть есть такая возможность. То есть вот такой вот есть еще фильтр, который позволяет, вот, например, включить суточный факт, который, например, там не принят, да, еще не согласован, например. То есть он, тут можно выбрать такой, то есть вряд ли тут что-то будет так по физобъему. Да. Ну да, у меня весь факт согласован, поэтому тут вряд ли. Поэтому такая возможность есть. Как связать? Ну, я показывал уже, как связать. Либо прокодировать все, либо вручную. Про СУБД я ответил. PostgreSQL. Не, внутри планера визуализации сравнений версий. Ну, во-первых, их видно. Смотрите, любой график, когда открываем, а, мы сроки целевого плана, во-первых, всегда видим на диаграмме Ганта, да, вот такая-то серая линия подработана. Во-вторых, всегда можно еще вот такую штучку включить, называется пила, да, которая там отклонение будет показывать там в ту или в другую сторону. Да, вот это такой тоже способ визуализации отклонений. Так, она у нас
целевой линии. Да, значит. Вот, где-то она быстрее, где-то медленнее. Когда я показывал сравнение, он еще, ну, в интерфейсе по каждой работе показывал же сравнение, актуальную и целевую я сравнивал. Но вот здесь вот только таким вот образом сравнение актуальной и целевой. Ну, плюс еще актуальная и целевая всегда сравниваются у нас в аналитике, да. То есть вот в этой аналитике тоже всегда идет сравнение целевой и актуальной версии. Так, давайте еще на несколько вопросов отвечу. Думаю, достаточно. Примерное время расчета графиков 30 тысяч работ. Как раз где-то недавно с таким графиком мы работали, ну, вот конкретно я работал. Не больше 5 минут в зависимости от загрузки системы, скажем так. Ограничение на количество работ в графике. Ну, я сказал, что тестировалось на миллионе, как бы, если у кого-то больше, ну, это давайте отдельно будем обсуждать. Этот вопрос про ресурсы я не очень понимаю. Как ресурсы в целом предполагается, база ресурсов. Ну, то есть каждый заказчик под себя определяет, какие он ресурсы, ну, из объема закладывает, какие ресурсы дополнительно отслеживает. Да, по поводу интеграции есть вообще API, да, который позволяет настроить интеграцию с другими информационными системами. Ну и совсем такой простой топорный способ. Есть возможность выгрузить такого мастер-отчет, который там всю информацию по проекту в Excel вам выгрузит, а вы дальше придумайте какими-то другими средствами. Ну, нормальный способ это через API. Есть документированные API, которые можно настроить. Если в актуальную версию добавляется строка с работой, в целевой ничего не происходит. Можно эту работу, которых нет, в целевую потом добавить путем обновления. Связи, которые создаются потом после. Смотрите, вот эти связи автоматизированные, да, они там как предшественник последователь становятся только когда мы делаем сводный график, да. А так они, в принципе, по правилам finish to start, да, работают. Они не явные, то есть они изначально скрытые, но когда мы делаем вот этот вот сводный график проекта, тогда они становятся явными, да, в виде предшественных последователей или finish to start. Ну, тут непонятно, что значит меняется. Если срок меняется, то он покажет разницу между сроками в ключевом событии. Если что-то другое поменяется, то вопрос не совсем ясен. Если иерархия графиков генеральная, укрупненная, рабочая, штатных ПУИ, тут, наверное, кто-то у нас судостроитель. Да, там на самом деле есть генеральный график. Он создается, скажем так, из укрупненных позиций вот этого рабочего графика ПУИ. Да. Ну, давайте покажу, потому что это тоже как бы новая такая фишечка. Вот смотрите, вот эта вот работа, которая называется изготовление детальных искусственных конструкций, это суммарная работа. Это вот тоже такая одна из новинок, которая у нас недавно появилась. Суммарная работа, как она работает? Значит, для суммарной работы мы должны объявить атрибут,
который будет общий там со всеми остальными работами. В случае, если он будет совпадать, например, вот мы суммарным атрибутом объявили там, ну, кто знает, что такое PR, это укрупненные работы первого уровня, да. То есть вот это элемент укрупнения до первого уровня. И вот эти вот укрупненные работы, сроки этих работ и трудозатраты этих работ, и стоимость этих работ, если ну, у нас стоимости нет. То есть трудозатраты вот этой суммарной работы и сроки этой суммарной работы, они будут автоматически считаться из всех вот этих взаимосвязанных работ. И в генеральный график идет вот эти вот укрупненные работы по пулу. Если мы про методологию говорим, как у нас сейчас это настроено. Тут напишите, пожалуйста, в техподдержку. Я из проекта грузил на прошлой неделе, у меня все было хорошо. Он создавал и актуальную, и целевую версию. Да, там чем отличается проект? Он в себе несет сразу и актуальную, и целевую версию. Там можно загрузить сразу и актуальную, и целевую. Ну, напишите в техподдержку, если это прям что-то недавно началось. КСИ. Я не понимаю. Можно ли назначить несколько расценок на один ресурс? Ну, теоретически можно создать несколько расценок у одного ресурса, но их нужно в один момент времени, скажем так. Вот тот механизм, который работает, он работает только по одному. Сейчас пока нельзя. То есть я понимаю, о чем вопрос. Там расценка у нас может там со временем изменяться вот этого ресурса, да, физобъема. Но тут оно по-другому немножко сделано. Смотрите, тут вот, смотрите, у него была расценка 320 тысяч там за тонну. Да, и вот она идет 320, 320, 320. Если у нас расценка меняется со временем, предположим, там с 17 числа стало 33 тысячи. Она вот здесь вот так вот ее можно менять по работе. И она дальше там вся справа станет 33 тысячи. Ой, там 330 там был сделать. Ну ладно, тут не важно. То есть можно делать изменения расценки по периодам времени, но это вот не через различные атрибуты, а вот в виде суточного распределения. Шифр работы как формируется? Либо вы руками формируете, либо, смотрите, есть у проекта, то есть если мы график вот сейчас выберем какой-нибудь, можно задать правило, как будет формироваться автоматически шифр. Да? Префикс можно написать, постфикс и, ну, там, допустим, от 1000 и инкремент, допустим, 10. Да? То есть первая работа будет от 1000, вторая работа от 1010, там, третья работа от 1020 и так далее. Это можно настраивать для узлов отдельно, можно настраивать для работы. Прогресс выполнения работы и закрытие физического объема могут быть связаны. В случае, если вы используете, смотрите, тут при расчете расписания, да, тут я уже говорил про сценарий, они все очень похожи, да, только вот они чем отличаются? Например, если мы выбираем физобъем, то прогресс будет вычисляться относительно фактического выполнения физобъема, да, относительно планового. Если выбираем сценарий по трудозатратам, он уже смотрит на трудозатраты, на фактические, да, и относительно фактических трудозатрат будет прогресс работы определять. То же самое по стоимости, можно по стоимости прогресс определять.
либо вручную уже, да, например, если мы вручную прогресс указываем, то тогда он будет вручную. Циклограммы есть. Есть циклограммы. Последнее, что я покажу на сегодня больше всего. Есть такой вот режим просмотра циклограмм для линейных объектов. То есть весь график можно представить. Ну, я изначально покажу график. То есть это вот пикеты, пикеты, пикеты. И на пикетах одинаковые виды работ, да, производятся в разное время. То есть интерфейс циклограммы позволяет весь этот вот большой график, который я вам показал, вот на одной такой картинке разместить. Здесь вот разным цветом это разные виды работ. Ну, вот я сейчас какой-нибудь один вид работ или два включу, чтобы объяснить. Вот один вид работ, укладка геотекстиля, вот это первые несколько полосочек. По сути, вот видно, как одна бригада, да, идет с первого пикета и вот переходит, то есть от точки до точки, вот этот отрезок, это работа в нашем графике, да, то есть календарь, вот как раз она выполняется. Вот 350 это плановое количество физобъема. В скобочках 350 это означает, что уже выполнено, да, вот последний пятый пикет у нас еще не выполнен. И вот данный интерфейс, он, во-первых, помогает, скажем так, следить за синхронностью выполнения потоков. То есть, ну, первое, что можно здесь посмотреть, это за углом наклона, да, вот этого вот, вот этой линии. То есть, если она меняется по ходу, это означает, что у нас интенсивность либо растет, либо падает, в зависимости от того, в какую сторону наклоняется эта линия. Да, потому что вот высота, скажем так, вот этого пикета, она тут, то есть она еще от продолжительности зависит. То есть здесь не все просто так. Во-вторых, можно следить за синхронностью выполнения потоков. То есть, например, на одном пикете у нас не могут одновременно выполняться разные виды работ. Да? Там, если выполняется только один. То есть вот эти штучки они не должны перекрещиваться. Есть у нас где-нибудь здесь перекрестие? Здесь нет. Да. Но здесь вот, например, мы видим, что не оптимально у нас, наверное, выстроены потоки. Хотя нет, достаточно оптимально. Ну, то есть можно, кто умеет вот эту информацию читать, здесь можно сразу получить много-много аналитики. Ну, еще вот если мы включим целевые линии, мы можем увидеть, как мы это по целевому плану хотели выполнять. Ну, пожалуй, вот все про циклограммы. Больше он ничего не умеет. Это конечно, не Тилос, который там глубокие настройки циклограмм умеет. И, скажем так, частный случай того, что можно было сделать в том же Тилусе. Так, ну, я думаю, по вопросам у нас достаточно. Так уже мы целый час на вопросы отвечаем. Да, всем спасибо, до свидания.